Всем огромнейший привет и лайк! Меня зовут Ирина, и вы на канале Репортажи моей жизни. 7 утра, пасмурно, прохладно, временами идет дождь, и такая погода у нас держится уже дней 5. Для начала пройду по участку, проверю порядки. Смородина. Листочки распустила не полностью, но уже готовится к цветению. Вот они, набранные почки среди листочков. Садовый подснежник меня радует своим цветением. Правда, цветет он недолго, но ему на смену распустится гиацинт. Вот, скоро полностью выпустит цветоносы. Начинают распускаться маргаритки. Скоро их здесь будет целое поле. На одном из корейских каналов я увидела, что нашу маргаритку они называют европейской ромашкой. Вот и дикий виноград раскрыл почки. Ой, какую уж он красивую теневую завесу нам создает около бани, когда полностью распускается. Так, сирень. И сирень распустила почки. Ух ты, и цветоносы тоже набрала. Надо же, обычно после черемухи цветет. Чудеса какие-то. Наконец-то все начало просыпаться от зимней спячки. Гортензия, посаженная прошлой весной. Так, почки распускаются. А это мои новые саженцы. Роза. Туя чувствует себя превосходно. Так, еще одна розочка. Тоже распустила почки. Отлично. Вот куст лапчатки меня беспокоит. Беспокоит. А нет. Почечка есть. Ура! Все отлично. Почка есть, кустик жив. Все отлично. Это у меня кустик снежноягодника розового цвета. 3-я весна это будет, как я его посадила. Но что-то как-то в том году он меня не порадовал. Куст должен быть очень декоративный, но ягодок было очень-очень мало, и были какие-то они мелкие. Но посмотрим, что будет дальше, посмотрим. Не понравится, так выкину. Так, это у меня обрезанная лаванда. О, тоже пошла в рост. Супер. Так, что у меня дальше? Ой, нарцисс распустился. Это я так удивляюсь, потому что я 3 дня не видела свой участок. 3 дня была на работе. Мой красавчик. Посмотрим, что в теплице. Ух ты, сколько травы-то наросло. А мелкая-то какая. Зашел салат. О, ну что ж, и медведки уже дырок накопали. Пора кормить их. Лучок зеленый растет. Идем дальше. Редис. Дружненько все взошло. Растет. Так, а где у меня руккола? Вот ты руккола. Среди травы не поймешь, да, то ли трава, то ли руккола. Ну, тоже взошла, правда, не очень хорошо взошла, но взошла. Ой, ужас, сколько травища. Запускать ее нельзя, а то тут быстренько все зарастет. Надо полоть, но не сегодня. Тюльпаны набрали бутоны. Вот, красота моя, ходит за мной как хвостик. Около куста малины у меня растет кустик декоративного лука под названием лук Суворова. Много раз пыталась от него избавиться, а он все растет и растет. Залезла в интернет, думаю, дай хоть посмотрю, что из себя представляет вообще, откуда это название и что это такое. Оказывается. Что представляет собой лук Суворова? Это действительно лук, потому что
у него цветонос и вот эта цветочная стрелка и само соцветие именно как у лука. Оно такое шаровидное, с сиреневыми цветочками, очень красивый, надо сказать. И кто выращивает вот этот вот лук в большом количестве, то это достаточно выглядит декоративно. Все луки декоративные, съедобные. У лука Суворова тоже съедобные листья, когда они молодые. Они очень быстро начинают стареть, желтеть. Но вот пока они молоденькие, они очень много содержат витаминов, полезных микроэлементов, аминокислот, всего-всего-всего. Вот откуда пошло такое название, лук Суворова. Существует такая легенда или быль, вот не знаю тут, как в истории это сложилось все, что когда Суворов вел свою армию через Альпы, то его солдаты спасались от цинги, от болезней именно вот луком Суворова. То есть его употребляли, это горный лук из серии луков Анзоров. То есть вот Анзор это и есть горный лук. Лук Суворова имеет розетку листьев. Она выходит из-под снега очень-очень рано. Часто можно видеть, что вот эта вот розеточка уже показалась именно над снегом. И вот с этого момента ее как раз и можно есть. И вот эта первая самая зелень, она очень ценилась нашими предками. Может быть, вот тогда меньше и болезней было, потому что витаминной вот этой вот зелени очень-очень много ели. И люди запасались ей, надолго, с весны буквально каждую травку собирали, особенно уж вот такие вот луки дикорастущие. Все ели луки дикорастущие. Говорят, что у лука Суворова несъедобная вот эта вот сама чесночина. Видите, вот выглядит она действительно как чесночина. С одного бока плоская, с другого бока такая выпуклая. Нет, она съедобна. В небольших количествах ее можно употреблять в пищу. Просто вкусовые качества у нее, мягко скажем так, не очень приятные. И тем не менее, в небольшом количестве кто-то их на терочке трет, кто-то их мелко-мелко режет и употребляет. А вот для защиты от всевозможных инфекций, это вот просто лучше не придумаешь. Вот, оказывается, какая это полезная штука. Выкапывать не буду, будем употреблять в пищу. Щавель подрастает, скоро можно варить щи, печь пироги. И это у меня новый саженец малины желтой, распустил листочки. А вот это новый саженец малины красной. Но что-то как-то почечек не вижу. Или что-то отрастает вот тут снизу. Ну ладно, посмотрим. Надеюсь, что приживется. Здесь перезимовал зиму шалфей. Из 4 кустов осталось 2. Жимолость готовится к цветению. И еще один кустик. Чеснок, надеюсь, подкормка пошла ему на пользу. А вот здесь местечко у меня приготовлено для высадки летнего чеснока. Ой, как скворец поет. Еще один новый саженец. Это кустик калины. Захотела я, чтобы у меня в саду росла калина. Очень она декоративная, да и полезная. Кустик маленький, не знаю, как долго будет расти. Похвастаюсь, какую шикарнейшую опору мне в этом году сделал муж под кустами. Из трубы. Крепкая, хорошая.
Куст крыжовника. Кстати, кустик тоже молодой. За год разросся, ого-го как. И урожай был на нем тоже хороший. Так, и вот еще один кустик. Хорошая опора, правда? Мне нравится. А вот для этих двух кустов сказала, чтоб не делала опору. По той простой причине, что здесь я борюсь с болезнью. На эти два куста напала болезнь под названием курчавость. Это когда смородина цветет, но не завязывает плодов, а лепестки у цветков загнуты кверху, как кудри. Болезнь вирусная, говорят, бороться с ней бесполезно, нужно куст выкапывать. Но я попробую побороться. Не получится, значит, выкопаю. Прогулялась по участку, нагуляла аппетит. Теперь можно и позавтракать. На завтрак яичница, чашка ароматного кофе. Работать на участке не дает погода, там сыро и холодно, да и дел-то особых пока нет. Так что займусь домашними делами. Навела порядок на цветочной полке. Посмотрите, какого шикарного цвета у меня распустилась герань. А? Классный цвет. Денежное дерево месяц назад, наверное, посадила. Еще один новый житель – кактус. Прижился, уже дал отросток. Здесь у меня детский сад с фиалками. Вот эти два листочка только что посадила. Этот листочек прижился, тоже уже дал отростки. И еще 3 кустика фиалки рассадила. Один в горшок оставлю у себя, а 2, может быть, кому-нибудь подарю. Вот, ну, прелесть какая. Красота. Там у меня прижился, господи, декабрист, забыл, как называется, тоже отросток дал. И вот еще какая красивая фиалочка у меня распустилась. И здесь наверху еще 2 кустика герани. Правда, не особо хорошие, но вот один из них цвести собрался, другой, не знаю, дохлик какой-то. Ну ладно, все будет нормально. А что же у меня с рассадой? А с рассадой у меня катастрофа. Не хочет расти ни под каким предлогом. И разговариваю с ней, и уговариваю. Не растет, не хочет. 2 недели назад, ну, может, чуть больше, я их распикировала, так они у меня и сидят, не хотят расти. Уже взошла капуста, правда, вытянулась. Здесь у меня наверху лампы нет, фитолампы. Ну, ничего, все будет нормально. Так, и на этом окне тоже вот, пожалуйста. Не знаю, что с ними делать. Дойду до магазина, куплю какой-нибудь стимулятор и стимульну их. Ой, что-то у меня тут засохла одна совсем. А вот это у меня весь лук, который взошел из 2 пакетов. Ой, жуть. 1 из 5 семян турецкой гвоздики. Здесь у меня тоже несчастье. Это рассада вербены. На нее попал препарат от клеща, которым я обрабатывала 2 кустика клубники. Видно, что листочки подгоревшие. Ну, вот так бывает. Здесь тоже у меня рассада вербены и еще каких-то цветов, ну, каких я уже не помню. Здесь вроде более-менее. Вот она, эта клубника. Почему-то напал на нее паутинный клещ вдруг, из земли, наверное, выполз. Лечила я ее. Ну и по неосторожности подпортила рассаду цветов. Займусь теперь аквариумом. Давненько я хотела поменять в нем грунт на новый. На данный момент у меня насыпан здесь мелкий щебень, а я заказала на Валберес проплант. Это такие мелкие шарики, но они не цветут, то есть на них не садится водоросли, в отличие от щебня. Вам не видно, но тот грунт, который находится сейчас в аквариуме, выглядит он, конечно, некрасиво.
Камушки где почернели, где позеленели, но это такая разновидность водорослей, и ее не смыть с камней. Я понимаю, что это естественный процесс, и от этого никуда не деться. И у многих других, у кого есть аквариум, такой грунт так и лежит в нем, он их не раздражает, не напрягает, они его не меняют. Меня тоже этот грунт особо не напрягает, но если уж засела мысль в голове, да, то она никуда не уйдет, пока я этого не сделаю. Поэтому погода на улице позволяет заняться домашними делами, а домашних дел особо тоже нет. Все приготовлено, постирано, поглажено, убрано. Займусь аквариумом. Но для начала надо выловить рыб. А это не так-то просто. Ну, наконец-то! Плохой из меня ловец. Я целый час потратила, чтобы выловить вот эту команду. Ну, а теперь спокойно достану грунт, вымою аквариум. Все готово. Теперь заполню его водой. Часть воды будет свежая, часть воды будет старая, слитая из аквариума, чтобы не так сильно нарушить баланс. Хотя он нарушен тут достаточно, и баланс, и микрофлора. Понадобится время, чтобы все это пришло в норму. Надеюсь, что все эти перемены не сильно скажутся на здоровье рыб. Надеюсь, что никто из них не погибнет. Хотя они получили и шок, и стресс. И я получила стресс, пока их вылавливала. Надеюсь, что все обойдется и все будет хорошо. Ну, а аквариум пока постоит в таком виде. Грунта нет. Дно прям видно, да? Зеркальное. Можно, конечно, грунт и не засыпать, оставить так. Намного будет легче чистить его. Но грунт в аквариуме нужен для образования биологического равновесия, а также для создания систем биологической регенерации. Также грунт выполняет функцию как механического, так и биологического фильтра. А еще грунт необходим некоторым рыбкам. Они в нем копаются, роются, ищут корм. Короче, грунт в аквариуме нужен. Сходила в магазин, купила вот такой стимулятор роста для растений HB101. Думаю, что многие с ним знакомы. Это концентрат из концентратов. Правда, стоит недешево, вот 302 рубля. Вот такая вот маленькая капсула-пипетка. Да. Разводится 2 капли препарата на литр воды. Я слышала про него, но ни разу не пользовалась. Пришло время попробовать. Сейчас как стимульну, и пусть только попробует после этого не начать расти. Готовлю еду, обед, ужин, все подряд. Так, здесь у меня варится, даже не знаю, как блюдо это назвать, ну, типа шурпа. Здесь крупно порезанный картофель, капуста, болгарский перец, морковь. Положила стручок острого перца. Помидоры вот только не стала класть, ну, не захотела. И все это на говяжьих ребрах. Я такие блюда очень люблю, а вот муж не очень, поэтому для него отварной картофель со сливочным маслом и чесноком. Маринуются кусочки свиной шеи, здесь дижонская горчица и соевый соус. И будет салат. Капуста, морковь, отварное яйцо, зеленый лук. А еще я очень люблю печеные овощи. Болгарский перец, баклажаны. Порезала, посолила, намазала подсолнечным маслом. В духовку 200 градусов до готовности. Пора и пообедать. К печеным овощам у меня картофельное пюре с подливой, подлива из индюшачьих желудков.
Ну как же мне вкусно! Больше всех из печеных овощей люблю болгарский перец. Кое-что точно не хватает. — 30 грамм вишневой наливочки будет к месту. Выбирайте артефакты на свой вкус и заставьте их рассказать вам свои истории. И на этой вкусной ноте репортаж свой заканчиваю. Всем пока, будьте здоровы и счастливы, мира, добра, до новых встреч!